Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Знаки судьбы. События будущего с 1 по 10 октября. Давайте узнаем, что с 1 по 10 октября прояснится в вашей жизни. И пусть, искренне желаю, у нас период сейчас с вами такой, даже астрологически, когда мы можем из прошлого какую-то ситуацию, такую, знаете, застарелую, замшелую, но довести словно до ума. Могут открыться новые детали дела или какого-то вопроса, и там, где были словно двери для нас закрыты, вот здесь будет какой-то нюанс, который нам дает возможность. Ну, или у кого-то это будет в любой сфере жизни. Вот мы с вами достанем на колоде 78 дверей. Метафорические карты, но они очень хорошо и, я бы сказала, наглядно говорят о том, в какой сфере жизни или с чем это может быть связано. Давайте достанем 3 карты. И, конечно, мы останемся реалистами. Я об этом часто говорю. Это общий прогноз, хоть и по знакам зодиака, а все равно у каждого своя судьба. Но включим интуицию, посмотрим, вот какую специфику этого периода нам желают передать карты, как знаки судьбы. Вот, может быть, прочувствуют что-то. Это как ключ к решению проблем. Или подсказка, может быть, вы уже каким-то делом, вопросом заняты, но в чем будет прогресс. Поэтому достаем 3 карты, мои дорогие, да? 3 карты на колоде 78 дверей. Вот, по сути дела, где будут открыты двери, а где будут закрыты двери. Есть такой нюанс. Именно в этом и состоит вся колода. Куда и сами не пойдем. Почему нет? Правда, так тоже может быть. Ладно, и продолжим на колоде колесо года. Что же для моих любимых овнов нам подскажут карты? Для вас, знаете, наступает точнее время, оно как будто с каждым днем приближается время вашей миссии. И если мы говорим так вот немножко пафосно, высокопарно, тем не менее это на самом деле так. И это касается вашего самовыражения. Ну и когда самовыражение, это не есть как вот ваш внутренний огонь души, который мы, может быть, должны откровенно транслировать. Может быть, события предыдущего периода вас учат быть и мудрее, и хитрее. Больше, ну, даже не откликаться вот на какие-то вопросы, когда, к примеру, банально люди, зная вашу особенность характера, или то, что вы открытый человек, зная то, что вас можно вывести на какие-то эмоции, вас, может быть, как направляли не по тому пути. Может быть, и сами ошибались, не туда шли. Ну, почему нет? Но не потому, что вы имели этот коварный план, а потому что вот чья-то манипуляция была. И я такое вполне допускаю. Итак, поэтому что прояснится? Вот конкретный вопрос. Что уйдет? А что придет взамен? И по основным сферам жизни давайте посмотрим. Любовь. Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Финансовая сфера. И третья сфера – это дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, согласование, документы, у кого что, мои дорогие. Итак, первый знак судьбы. Что же вам хотят подсказать карты? Вообще, это ваша карта, мои дорогие овны. Вы вступаете действительно во время вашей миссии. Будьте мудрыми императорами. Тут ведь тоже так, знаете, как палка о двух концах или медаль с двумя сторонами. Придется учитывать. Есть император, мы говорим, да? Воля, сила воли, порядок. Но это есть тот порядок, к примеру, который есть в принципе, да, который сложился в обществе, или структура, власть. Поэтому знак судьбы. Скорее всего, это ваша собственная личность, но быть мудрым императором – это не значит говорить, вот есть два мнения, мое и неправильное. А наоборот, когда мы мудро понимаем, что мы не изменим людей, мы не влияем на ход их мыслей, раз, и мы не влияем на обстоятельства, это два. И поэтому мудрый император готов корректировать свои планы. Это вам как знак судьбы и подсказка. Одновременно вам придется решать какие-то вопросы на очень высоком уровне. Вы сами будете где-то находиться среди высокопоставленных персон или через каких-то, ну, может быть, людей, которые обладают полномочиями. Вы тоже будете решать ряд своих вопросов. Поэтому общения будет много. И от вас держать марку.
Держать марку – это не значит кому-то что-то доказывать, а постоянно анализировать, включить вот именно критическое мышление и холодную голову. Есть в этом периоде с 1 по 10 действительно какая-то судьбоносность, потому что всегда старший аркан, он в первую очередь и говорит о том, что внешние события будут для вас складываться, мои дорогие овны, ну, не случайно. Вот именно вам придется оказаться в определенном месте, в определенное время, час и при контакте с каким-то лицом. И вот, понимаете, от того, как вы правильно выстроите диалог, безусловно, будет зависеть решение того или иного вопроса. Вот такой знак судьбы, причем это для вашей личности очень важно. Это некоторая база или базис, или пусть это документы, подписания, но это будет иметь значение на долгий период времени. Давайте второй знак судьбы. Ну, договариваться придется. С 1 по 10, может быть, это буквально у кого-то, ну, как возможность, знаете, как Гордиев узел. Может быть, разрубить не получается, но получится принять Соломоново решение. Все же карта нам, конечно, говорит о взаимном энергообмене. И пусть по этой карте у кого-то проходят вопросы, к примеру, работы, согласований. Будет важен тот человек, кто откликается. Да? У нас дети, вот, кстати, эта карта «Свобода от меркантильности». Когда вот на искреннем каком-то едва осязаемом уровне люди просто друг друга понимают. Или как находятся в одной плоскости энергии. Поэтому и взаимопонимание, понятно, значительно больше. Вот для вас, мои дорогие овны, будут у вас такие люди, которые вам готовы содействовать или как-то помогать, или с вами, находясь в одних энергиях или видя, может быть, одинаковые какие-то перспективы, или пусть это даже перспективы у каждого свои. Но в каком-то одном вопросе ваши мнения могут сойтись, и когда это совпадает, мы и можем продвинуть какой-то вопрос или как-то убыстрить застаревшую ситуацию. Здесь это может касаться буквально сферы любви, отношений, личной жизни, вопросов с детьми, но именно больше примирения. Ведь, по сути, это карта дипломатии, такой, знаете, в квадрате. Какой-то особой дипломатии, когда вам она будет помогать во всех сферах жизни. Поэтому все то, что я еще сказала до карт, это вам карты подтверждают как знак судьбы. Будешь ты дипломатом, будешь ты, ну, так более лояльно выстраивать правильные диалоги. Потому что по императору есть всегда опасность, ну, соскользнуть вот в этот ненужный монолог, длительный какой-то. Нет, здесь все решают люди, мы с вами говорим, правда? И вот у вас при вашем взаимодействии с разными лицами вы можете решить любую проблему, в том числе и застарелую. Третий знак судьбы, ну что тут скажешь? Раз Овен император, по умолчанию будем говорить, и, кстати, по колоде Таро, он же и победитель. И вот вам, пожалуйста, все то, что я сказала еще до карт. Видимо, где-то, хоть и не всегда, совпадают значения карт с астрологическими тенденциями, но у вас совпадают. С 1 по 10 октября есть возможность решить победоносно какой-то вопрос, какую-то тему. При том, что вы, ну, может быть, и так хитромудро в некоторых вопросах, когда вы готовы корректировать что-то, когда вы не только целиком настаиваете на своем, а как понимаете, тут другой ход мысли именно у вас получается. Вместо того, чтобы настаивать и кому-то что-то доказывать, тут мы скорее ищем какие-то ходы, может быть, и обходные какие-то моменты, или договариваемся. Самое главное, у императора есть цель, она должна быть достигнута. А методы, они идут через дипломатию, и тогда победа. Нечего добавить. Что прояснится? Еще ваша одна карта, можно и так сказать. Королева жезлов – это огненная энергия. Но это, конечно, могут быть и сами по себе персоны, как и вы, Овен, стихия именно огня, лев или стрелец, или люди, которые имеющие асцендент в одном из этих знаков. Но все же я редко привязываюсь именно к астрологическим таким переводам, да, карт на знаки зодиака. Это та персона, которая много раз поднималась с колен. Я все время об этом говорю. Именно вот этот минусовый опыт, когда мы, знаете, были в какое-то время заядлыми идеалистами. Кстати, по этой карте проходят
знаете, жизненная сила, активность, физическая выносливость. Это все про ваш знак зодиака. Но если мы вот, знаете, на пользу кому-то, или раньше мы чего-то не успевали додумать, какую-то тему, и оказывались постоянно как в какой-то ловушке, то теперь нет. Теперь уже наоборот, это королева жезлов молчит, умеет держать паузу, умеет работать с информацией, правильно распоряжаться деньгами, выстраивать бизнес, вообще бизнес-вумен, можно и так сказать. Даже для вас, мои дорогие мужчины, это тоже будет такие энергии, когда мы рассматриваем компромиссы, чтобы себе не навредить. Вот какие-то вопросы будут прояснены, причем те вопросы, которые для вас важны. Хотя я допускаю для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, конкретная женщина, неважно какой знак зодиака, это та, с которой хочется быть рядом, которая и интересна, с той, с которой вы себя чувствуете в безопасности, кстати, потому что всегда королева жезлов – это тоже такой оплот безопасности. У нее правильное видение того, что происходит вокруг и как нужно действовать, и в этом помогает именно минусовый прежний опыт. Вот эта сильная позиция, она с ней не родилась, она ее словно выстрадала. И вот такая женщина, непростая, но с которой у вас, знаете, настолько какое-то единение души может быть и одновременно физическое притяжение допускаю. Для вас, мои дорогие девочки, это еще одновременно в личной жизни. Тоже что-то может проясниться. И где-то не на последнем месте физиологическое влечение, назовем это так, со стороны противоположного пола. Вообще будет к вам приковано внимание мужчин. Его будет явно больше. Следующая карта. Что уйдет? Иллюзии. Иллюзии, какая-то прокрастинация, невозможность выбора или какое-то такое, знаете, легкое отношение к жизни. Ну, такое легонькое. Я шучу, конечно. Я имею в виду, когда мы, ну, может быть, прежде не успев додумать, да, какой-то вопрос или какую-то тему, не успевая найти нужную информацию, легко с чем-то согласились. А после этого в нашей жизни получился какой-то раздрай. Вот теперь, как и уходит как конфуз, путаница, безусловно, какой-то сложный выбор, но еще одновременно розовые очки уходят. Или замыленные глаза, да, когда кто-то пытался прежде словно втереться в доверие, ослабляя нашу бдительность, и вот раньше это можно было сделать, и вот это где-то карта одна другую дополняет. А теперь это сделать не получится. А что придет взамен? Вот так. Это тоже об этом я говорила. То, что по закону. Вы учите себя в целом, что придет взамен. В других энергиях вы учите себя защищать. Причем отстаивать, может быть, даже у кого-то. И отстаивать это не значит кричать громче всех или быть непримиримым каким-то, даже в судах. Если у кого-то это будет напрямую, вот сейчас какие-то слушания идут. Здесь наоборот по этой карте это как справедливость устанавливается. И все то, что я говорила, прежде не было возможности. Или, может быть, было на вас такое воздействие, зная, опять же, особенности вашего характера. А теперь вы будете сами несколько неожиданны, кстати, и карта это подтверждает. Если люди вас видели в каком-то одном амплуа, вам теперь это тоже как шаблон захочется сломать, и это для вас будет неуязвимая позиция. Мы больше молчим, нежели так вот без оглядки с чем-то соглашаемся или от какого-то первого предложения, ну, может быть, вот так вот заинтересовались, и прежде бы мы обязательно согласились, а теперь нет. Мы говорим «я подумаю» и анализируем, собираем дополнительную информацию. Мы думаем, надо нам в этом участвовать, надо нам в это ввязываться. А вообще, если что придет взамен, больше определенности, больше ясности, больше каких-то даже в документах порядка или каких-то четких согласований. Все же эта карта больше юриспруденции и правильно оформленных документов. Вот конкретно так. Если даже это в отношениях, допустим, да, и сфера любви, значит, и больше ясности будет в отношениях тоже. С одной стороны, это внимание к вашей персоне, мои дорогие овны, но, видимо, какая-то прежняя история вас сделала более таким,
ясновидящим, что ли. Вы теперь не настроены соглашаться на первое что-то попавшееся. Вас уже так не проведешь. Вы именно анализируете. Ведь, по сути, эта карта как аукнется, так и откликнется. Поэтому эта карта будет прогрессом в тех случаях, когда мы просчитываем на 2 шага вперед. И вот это приходит взамен. Умение предвидеть. Вот именно какое-то ясновидение. Или назовите это нашим простым языком умение что-то просчитать. Вот. Давайте личная жизнь, любовь, взаимоотношения, ну как-то есть, может быть, отношения, с которыми тяжеловато. Или вопросы, в которых тоже непросто. С одной стороны, вот посмотрите, кстати, двое несут арбузы. И еще, пусть недалеко, но какая-то дорога предстоит. Чаще ведь у нас десятка жезлов – это как делегируй какую-то рутину тем людям, которые призваны это делать. Может быть, вы раньше кому-то помогали, включались в какие-то темы, самые разные вопросы, именно потому что вы чувствовали в себе больше силы. И кто-то этим пользовался. И вы тратили свои ресурсы на помощь кому-то. Да, вот в этом контексте карта нам напоминает. Смотри, Овен, пусть тот, кто призван выполнять какую-то работу, или вот мы часто, кстати, об этом не задумываемся – иногда, ну, даже нашим близким, или пусть это нашим взрослым детям, например, да, судьба дает определенные вопросы, которые они призваны решать самостоятельно. Мы же, глядя на них, думаем, ну, елки-палки, сейчас точно застрянет. Ну, не знаю, как у вас, но думаю, как раз мы с вами близко, я в дату перехода. Кажется, ё-моё, если будешь смотреть, пока там вот они ковыряются, да я сама 10 раз оббегу, сделаю и забуду уже. А они еще будут что-то только начинать. Тут и скорость, тут и знание, тут и умение, тут все кажется, да. У кого-то что-то подобное может проигрываться. Я просто как пример себя привожу. А потом мы задумываемся и понимаем, что так вот, по идее, какое-то дежавю повторяется из раза в раз, и человек просто не научился. Как же научиться, если ты не пытаешься, не умеешь искать вот эти ресурсы, чтобы решить какие-то поставленные вопросы, поставленные, может быть, и жизнью. Поэтому, правда, вот это такой тонкий нюанс на личную жизнь. Будьте внимательны. И второй момент этой карты. Все-таки своя, говорят, ноша не тянет. И мы свои арбузы донесем до нашего дома, правда? Я думаю, в этом никто не сомневается. Но тогда силы должны быть направлены на решение определенного какой-то, как конкретный вопрос, конкретная тема, без распыления, без розовых очков, ну и без замыленных глаз тоже. Поэтому карта вас призывает сконцентрироваться на чем-то одном. Видимо, есть вот как по аркану справедливость, есть какие-то темы у каждого свои, может быть, это вопросы дома, может быть, отчасти жезла, это дела, работа, бизнес и откуда приходят деньги. Но это в целом благополучие и октябрь, и ноябрь, это мы строим свой островок безопасности. Вот. Поэтому для чего-то вам это нужно. Ладно, финансовая сфера. Ну, вот, наверное, на финансовую сферу рыцарь чаш не самая удачная карта. Вас что-то будет радовать, это точно. Но есть риск, мои дорогие овны. Ради искренности, честности нужно признать, что будут какие-то соблазны. Может быть, это нас Вселенная так проверяет, когда захочется расслабиться, что-нибудь эдакое купить. Это мы потом понимаем. Зачем мне это надо? Ну, вот зачем я поддалась или поддался минуте слабости? В целом, конечно, позитивный момент на деньги. Ну, потому что у вас сильная позиция. И шестерка жезлов как раз об этом говорит. Но тут можно, знаете, тоже, опять же, двояко. На сферу финансов явно что-то радует вас. Однозначно. Но и в этой радости такой, знаете, своеобразный риск соскользнуть в эти эмоции и где-то ослабить контроль за финансами. Но, безусловно, больше позитивных моментов. Дела, работа, бизнес, документы. Ну вот я говорила, да, холодная голова, критическое мышление. Вот смотрите, карта император – это ведь чиновники, это система. Система иерархии, власти. И, кстати, мы не гладим персон, которые относятся как раз к каким-то структурам, охране правопорядка, вообще, которые занимают пост. Мы с ними не спорим. Грубо говоря, не гладим их против шерсти. Возьмите это, примите во внимание.
И по королю мечей это тоже. Вот у нас как начался наш расклад, тут и завершается. Видимо, с 1 по 10 вы будете больше контактировать с людьми рациональными, поэтому меньше эмоций в целом. Вас будет что-то радовать, тогда эту радость вы должны, ну, не так искренне и ярко выражать. По вашему лицу никто не должен просчитать, что намеревается делать Овен. Вы не должны быть открытой книгой, потому что у вас действительно будет много контактов с теми людьми, либо которых вы не знаете, которые хорошо не знают вас. Может быть, это просто вопросы именно законности, порядка, каких-то важных согласований. Это может быть еще и дополнительные как консультации по королю мечей, допустим, юристов, адвокатов. И не обязательно, что в суды. Но вот есть та как перспектива, когда вы, точнее на перспективу, в этот период с 1 по 10 должны сделать что-то очень хорошо и правильно, когда вас будет беречь закон, когда правильно составлены документы, мои дорогие. Хотя я не исключаю, что здесь как раз на дела, работа, бизнес. Может быть, и есть конкретная персона, которая вам отчасти помогает. Но правильно договариваться придется. Причем с такими людьми, которые обладают критическим мышлением. У них тоже есть какой-то свой интерес, и вам правильно выстраивать интересы. Здесь не про эмоции, и, кстати, действовать придется другими методами. Может быть, совершенно не так, как вы намеревались это делать раньше. Но вот вам помогает буквально закон. Поэтому, мои дорогие, стремитесь к тому, чтобы каждый документ был заставлен как-то правильно. И если видите какие-то недочеты или в чем-то сомневаетесь, ищите дополнительную информацию. Ищите, может быть, персонажей конкретных, специалистов узких. Это тоже проходит по этой карте, которые вам могут прояснить, как это нужно сделать правильно. Здесь ни в коем случае нельзя надеяться на авось или поддаваться желанию, что вот там как-нибудь разберется, или я что-нибудь придумаю. Вот не надо придумывать или надеяться. Да, вы знак сильных людей, и вы действительно можете так думать. Но нет, тут надо договариваться на берегу. Тут нужно с чем-то разбираться, чтобы не было вот этих вот вопросов на день завтрашний. Вам сегодня, в моменте здесь и сейчас, максимально должно быть все прояснено и расставлено как будто по местам. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, а я благодарю за вашу поддержку, за то, что вы смотрите мои видео и пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.